Привет! Сегодня я буду рассказывать вам про Прагмату. Это новая игра от Capcom, да, где мы играем за мужика, работягу Хью и девочку-андроида Диану, которые вместе выживают на лунной базе. Да, они там спасаются от андроидов, да, решают головоломки и строят доверительные отношения. Сегодня я расскажу вам про сюжет, да, расскажу концовки, включая секретную, но если что, я прошел на стандартную концовку, да, поэтому футажи я вставлю там с ютубчика скачаю, потому что для секретной концовки нужно, немного сказать, задрочиться. Так что, если вы еще не проходили и не хотите знать, то лучше вам что-нибудь посмотреть другое. А если вам просто интересно про игру, то прошу всех к просмотру. Прагмата — это экшен от третьего лица, да, где мы играем за Хью, обычного инженера, космического инженера, да, и он прилетает на станцию Колыбель, почему разбираться с проблемами. Суть такая, то, что он вместе со своей командой прилетает на станцию, да, потому что с этой станции пропала связь, там происходит какая-то катастрофа, то есть какой-то катаклизм, землетрясение, ну, короче, вся команда умирает, Хью практически сам умирает, но его спасает Диана. Маленький андроид, да, то есть прагмата. По игре, да, мы будем встречать роботов других, это такие, типа, ну, просто роботы. А Диана, она тоже робот, но она прагмата, это робот, так сказать, нового поколения, максимально приближенный к человеку. Ну и так вот, случается катастрофа, Хью практически умирает, его спасает Диана, и они начинают долгий путь по станции вместе. Самый сок в игре, на самом деле, ну, строится на геймплее, потому что сюжета, в принципе, звезд неба не хватает, да, то есть можно играть, да, и уже к середине игры самому уже все догадаться, то, что додумать, так сказать. А вся фишка в геймплее, да, то, что нам постоянно нужно взаимодействовать с Дианой, потому что, допустим, оружие Хью, вообще любое оружие, которое у него есть, там, то есть стандартное оружие и дополнительные пушки, которые открываются по прохождению, они, в принципе, бесполезны без помощи Дианы. И тут в игре есть прокачка, нам нужно немножко прокачиваться. Точнее, не немножко, нам нужно постоянно прокачиваться, и нужно прокачиваться, то есть балансировать прокачку Дианы и прокачку своего оружия. Потому что основная геймплейная фишка в том, то, что перед тем, как доносить урон роботам, то есть атаковать их, да, убивать, нужно их взломать. А чтобы их взломать, нужно пройти вот такую небольшую мини-игру, да, то есть провести там через клетки и взломать робота. И только после этого по нему начинает проходить полный урон. Плюс там есть всякие дополнительные перки, да, то есть как... Ну да, как спелы, можно сказать. То есть там перки какие-то открываются, да, по мере прохождения. Можно их там будет выбивать где-то, находить в сундуках. И они будут иметь там дополнительный эффект, типа там стана, мультивзлома и прочего. Ну, не суть в общем. То есть можно, да, приколоться, да, построить какой-то билд. Но я проходил на легком уровне сложности, поэтому я бы не сказать то, что я прикурил, но под конец игры, да, или в середине даже игры уже, когда начинает нападать толпа врагов, то есть реально, то есть ты не можешь там раскидаться, да, там в каком-нибудь условном, ну, другом шутере, просто раскидать толпу. Иногда надо подумать, да, иногда нужно там просто уклоняться, да, и выискивать момент, чтобы взломать робота. А если у тебя нет там, допустим, если на тебя напала толпа, а у тебя там нету с собой перка мультивзлома, то, в принципе, придется взламывать всех по одному, да, выцеплять как-то по одному. Ну, и это, да, основная фишка геймплея. Ну, и я не буду пересказывать вам полностью досконально весь сюжет, да, потому что кому это надо. То есть, если вас это зацепит, ну, вы решите пройти и сами пройдете и посмотрите все. Я уже сказал, как Хью попал на эту станцию Колыбель, то есть он отправился туда вместе со своей командой, там случилась катастрофа, и в итоге он остался, ну, из своей команды он остался один вместе с андроидом, вот, Дианой, ну, Прагматой. И суть в том, то, что они не могут выжить по отдельности, они могут выжить только вдвоем, потому что, ну, Диана, ее роботы также считают враждебной, и
хоть она и умеет взламывать все подряд, но роботы все равно ее, ну, могут прибить. Также и Хью, то есть он может за себя постоять, да, у него есть оружие, он, ну, силен, да, у него есть там скафандр боевой, но при этом он не умеет ничего взламывать, и без помощи Дианы он тоже бесполезен. И они начинают продвигаться по станции, да, и его единственная цель, по сути, да, как у нормального человека, выжить и вернуться домой, да, то есть он не ищет там цели, типа, чтобы понять, что тут случилось, ему это не интересно, он просто хочет дать сигнал своей бедствия на землю, да, чтобы ему либо помогли, либо просто вернуться домой. Самым нашим основным врагом первой половины игры, наверное, будет искусственный интеллект станции по имени Идус. Он сошел с ума. Ну, потом мы узнаем, почему он сошел с ума. Ну, а по факту, да, он во всех... То есть вся станция пустая, то есть никого вообще нету, и он во всех видит противников, да, и насылает роботов, будут босс-файты, и он будет нам ставить палки в колеса. По мере прохождения мы еще, кстати, найдем убежище, это будет наша хаб-локация, там мы будем дарить Диане подарки, то есть такая тема, то есть там какие-то чертежи. Суть вся в чем? То, что на этой станции лунной нашли новый какой-то... Как сказать? Как это, блядь, сказать-то? Новое полезное ископаемое. Это называется луноволокно. И оно, по сути, вся эта станция — это огромный 3D-принтер, да, и они могут печатать все, что угодно. То есть, вот, допустим, роботы, Диана, они вот напечатаны из этого луноволокна. И, получается, в этом убежище мы будем находить какие-то чертежи и из этого лунного окна делать какие-то там прикольные игрушки там для Дианы. Там качели, песочницы и прочее. Ну, то есть, потому что она-то как ребенок, да, ведет себя, и чтобы хоть как-то разбавить вот эту гнетущую атмосферу выживания вдвоем на пустой станции, где все и все хочет тебя убить. Ну, через какое-то время с нами выйдет на связь некая 8, да, и попросит нас спасти, оказать ей помощь. Мы, ну, так как вся станция пустая, мы, естественно, отправляемся на помощь к ней. В итоге выясняется то, что 8 это и есть зачинщица. Но это выяснится позже, да. То есть поначалу мы приходим и видим то, что 8 это другая прагмата. Такая же прагмата, да, точная копия Дианы, и она просит нас помощи, мы ей помогаем. А в итоге окажется то, что это 8, это и есть вся зачинщица хаоса, который происходит на этой станции, а Идус, искусственный интеллект, который нас пытался убить, на самом деле отрабатывал на все 100%, да, и он хотел изолировать и 8, и уничтожить вообще всех на станции, чтобы никто больше не пострадал. В итоге мы ведемся на уловку 8, да, она нас вводит за нос, грубо говоря, да, то есть начинает там давить на жалость, там туда-сюда. Диана тоже как ребенок хочет ей помочь, ну, потому что она и есть ребенок. И в итоге мы добираемся до центрального процессора Идуса, еще не зная то, что 8 это предатель. Отключаем его, и оказывается то, что... Ну, то, что она предатель, блядь, да. Она приходит, говорит: ой, спасибки, и атакует нас. В итоге она использует некое некроволокно. Это то же самое, что луноволокно, только плохое. И в итоге она ранит Хью, ранит Диану, и мы кое-как от нее сбегаем, и начинается, грубо говоря, эндгейм, да, где мы будем спасать Диану, надо ее вылечить, пробраться в другой отсек станции и как-то ее ремонтировать. В итоге мы, да, пробегаем дальше по другой локации, помогаем Диане, ремонтируем ее полностью, да, то есть в прошлой драке с 8 она нас прикрыла и тоже заразилась этим некроволокном, некродермисом, короче, вот этой некрозной хренью, но она при этом не знает, что Хью тоже ранен. В итоге мы ее спасаем, и при этом у нее восстанавливается память, и она вспоминает, кто она такая, то, что она не просто робот.
вся загвоздка крутится, типа сюжета крутится на том, то, что на станции был главный доктор, главный ученый, доктор Хиггинс, вроде как бы, и он разрабатывал новое лекарство какое-то от, грубо говоря, всех болезней. То ли от рака, то ли от чего, непонятно, то есть... Я не знаю, я не читал там все записки, я вообще их, в принципе, не особо читал, я терпеть не могу, блядь, читать записки в играх. И да, доктор Хиггинс искал новое лекарство, потому что у него была больная дочь. В итоге он создал вот эту прагмату, да, то есть он создал первую Диану. И Диана в опытах показала то, что она не особо подходит к этому, но потом он создал 8. И 8 уже подходила. Но в итоге злая корпорация, которая создала вот эту всю вот инфраструктуру, то есть она открыла это луновое окно, построила вот эту базу. Корпораты, как обычно, блядь, просто хуй забили на людей и решили испробовать тестовый препарат на дочери доктора Хиггинса, и в итоге она умерла. В итоге у доктора случился рейдж, да, то есть он вообще просто ушел в тильт и умер. Да, а 8, так как она была его опытным образцом, да, она подходила там для его опытов, она просто впитала все его последние эмоции, да, это, то есть, горе, да, вот это разочарование и прочее, и она решила просто исполнить его последнюю волю, но интерпретировала ее по-своему и решила отравить всю землю вот этим некроволокном, да. А прикол в том, то, что это некроволокно, когда попадает, допустим, в робота, оно его не убивает. Ну, то есть от этого можно избавиться, да. Вот Диана, она как раз-таки после лечения, да, после того, как мы ее вылечили, после того, как она восстановила память, она может удалять это некроволокно, но если оно попадает на людей, то это уже, билет в один конец. В итоге в финале мы выбираемся почти со станции, встречаем 8-ю. Она уже готовится к отправке всего вот этого некроволокна, которое она собрала, а там его просто гора, блядь. Она это хочет отправить на Землю, да, и уничтожить всех людей на Земле, чтобы они испытали то, что испытал доктор Хиггинс. Но мы в итоге, конечно, ее останавливаем. Да, следует босс-файт. Кстати, о босс-файтах. В принципе, про босс-файты говорить нечего, да. Босс-файт — это, по сути, те же самые роботы, да, с огромной полоской ХП. Ну и все, в принципе, да. Ну, я опять же говорю, я проходил на легком уровне, видим, ну да, на легком уровне, и местами было, да, тяжело. То есть, допустим, в босс-файт с 8 я потратил там все хилки, а я их там прокачал еще, у меня их там было там вроде штук 5, 6, я не помню. Но суть в том, то, что, да, босс-файты, в принципе, такие, нормальные, да. И если, допустим, затупить с прокачкой, да, там вкачать, допустим, все в оружие, то можно прикурить, да, на этих босс-файтах. В итоге, да, мы ее останавливаем, она умирает, мы двигаемся дальше, мы хотим уже улететь на Землю, но нам нужен шаттл, как раз-таки вот этот шаттл, на котором она хотела все некроволокно отправить на Землю. Мы хотим добраться до шаттла, и в итоге на нас нападает вот этот весь некродермис, блядь, некроволокно. Оно все сливается в огромную кучу, плюс там искусственный интеллект, плюс это сама 8, и на нас нападает огромная такая просто нечто. Мы ее убиваем, и финал. Все, да. То есть мы побеждаем его, добираемся до шаттла, и суть в том, то, что мы ведь тоже ранены этим некроволокном, и мы при этом не говорили Диане о том, то, что... А при этом, по мере прохождения, то есть Хью, он там ей как-то не в касцене, а просто по мере... когда мы вот идем, проходим, он ей пробрасывает такую фразу, типа то, что «а человека можно вылечить?» И Диана ему говорит, типа, нет, то есть человек — это уже 100% труп. Он такой, ладно. И в итоге мы сажаем Диану в шаттл, у шаттла нет батарейки, то есть сел аккумулятор, Хью вытаскивает свой аккумулятор, заряжает этот шаттл, признается Диане во всем, то что он болен, он не может с ней полететь. У нее, конечно, случается шок, потому что за все это прохождение она уже к нам привязалась, да, мы для нее как отец. Ну и она, в принципе, для Хью заменила ему дочь, потому что в разговорах с Дианой Хью говорит то, что он вообще сирота,
У него никогда не было семьи, и сейчас у него нету ни детей, ни жены. И Диана, по сути, она стала ему как ребенок. И да, начинается последняя катсцена, слезы, то есть Диана не хочет его бросать. В итоге он ее отправляет на Землю, потому что она вот, ну, мечтала попасть на Землю, и Хью ей обещал то, что если они выберутся, он заберет ее с собой, и он ей там покажет океан, и будет показывать ей весь мир, то есть, потому что, ну, она ведь робот, она этого ничего не знает, но самосознание у нее детское, и это все любопытно. Ну и все. Диана отправляется на Землю, Хью умирает. Вот и финал. Вообще концовок там несколько. Типа, как я понял, там есть 3 концовки. Есть хуевая концовка, самая худшая. Это если мы не дарили Диане подарков, не общались с ней в хабе и были, короче, вообще просто мудилой, да, то есть просто бежали по сюжету и вообще не отвлекались, то в финальной катсцене Хью просто, да, без всяких диалогов, он ее засунет в этот шаттл и отправит на Землю. Нормальная концовка, ну, это вот на которую прошел я, то есть это стандартная концовка. Если мы ей там дарили подарки, уделяли ей внимание, разговаривали с ней, то Хью расскажет ей то, что он болен, туда-сюда, и Диана к нему уже привязалась, но она прилетает на Землю, и остается надежда, то, что Хью, может быть, выжил, потому что она смотрит с надеждой наверх, на Луну, и... Ну и сама кат-сцена, да, по вайбу такая, типа, добрая, не знаю, теплая, блядь. А есть еще истинная концовка, да, финальная. Она открывается только после первого прохождения. Там откроется новый режим игры. Нужно в этом режиме игры там что-то пройти, я не знаю. Я вообще терпеть не могу, типа, проходить заново игры. То есть только вот через некоторое время, да, там может быть. Ну, а прямо вот так, то есть там сразу после прохождения начинать New Game, только если это не Dark Souls. И да, в истинной концовке Хью также отправляет Диану на Землю, но после катсцены с ней мы видим черный экран и голос робота из нашего убежища, который приветствует Хью. И оказывается то, что да, то, что Хью выжил благодаря там какому-то модулю. И в итоге он остался, да, на Луне, живой, и типа все с ним окей. Ну и что сказать по итогу? По итогу Прагмат это классная игра, да. Мне она понравилась. Сюжетно, конечно, она очень предсказуема, да. То есть там взбесившийся искусственный интеллект, скрытый злодей, потом в конце он в итоге приносит себя жертву. Это клише, то есть мы это видели уже кучу раз. Но так как это подано, это, конечно, совсем другой уровень. Отношения Хью и Дианы, эти теплые моменты между боями вот в нашей хаб-локации, это вообще вытягивает историю на совсем другой уровень. И то, что настоящий хороший финал спрятан и требует усилий, это, мне кажется, не хитрость, а часть смысла. Ну, типа, пройти саму историю мало, если хочешь, чтобы все было хорошо, придется постараться, как и в любых нормальных отношениях. Ну а так, в принципе, сказать больше нечего. Ну, то есть, геймплейная игра 10 из 10, сюжетно, наверное, на 5. Ну и все. Оптимизация хорошая, да. Блять, благослови бог Capcom, что они использовали движок RE Engine, да, с резиков, а не повелись на новомодные введения, да, и не стали использовать Unreal 5. Ну, в принципе, и все. Если вам зашло это видео, ставьте лайк, подписку, пишите в комментах свое мнение. В общем, вот и все, да. Да, на этом все, да. Спасибо всем за просмотр. Если кто-то досмотрел до конца, огромное вам спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. И до встречи в следующем видео. Всем пока.